Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте поговорим о воротозе пчел и о новых препаратах для борьбы с данным заболеванием. Воротоз пчел, наверное, самое распространенное и опасное заболевание в пчеловодстве с 1964 года. Именно в этом году воротоз был впервые зарегистрирован в Советском Союзе. С тех пор это заболевание наносит пчеловодству огромный экономический ущерб и не только ослабляет организм пчел, но и часто приводит их к гибели. Ситуация осложняется еще и влиянием антропогенного фактора, приводящего к снижению иммунитета пчел. И, наверное, не ошибусь, если скажу, что на настоящий момент на Украине нет ни одной пасеки, где бы не было воротоза. И если не бороться с данным заболеванием, то пчел не будет. Да, на настоящий момент у пчеловодов имеется целый арсенал эффективных способов для борьбы с воротозом пчел. И проблема данного заболевания стоит не так остро, конечно, как 30 лет назад. Но бороться с данным заболеванием надо постоянно и системно. Изучение биологии клеща ворова позволило разработать различные способы борьбы с данной болезнью. Условно можно разделить на физические, биологические и химические. Первые два метода очень трудоемкие и не очень эффективные. Эти методы применялись в то время, когда еще не было эффективных химических средств для борьбы с клещом ворова. Химические средства более эффективны и менее трудоемкие. Хотя тоже имеет некоторые отрицательные свойства. Установлено, что применение акарицидов способствует появлению и распространению аскофероза, гнильцо и некоторых вирусных инфекций. Также остатки лекарственных средств могут накапливаться в сотах и продуктах пчеловодства. Если неправильно применять данные препараты. Напугал вас? Не переживайте. Если рассмотреть биологические и термические способы борьбы с воротозом, то, наверное, там будет не меньше отрицательных моментов, но это будет менее эффективно и трудоемко, очень трудоемко, а значит очень дорого. Поэтому хотим мы того или нет, но большинство пчеловодов отдает предпочтение все-таки химическим методам борьбы с воротозом. Это стало возможным, когда появились эффективные и малотоксичные акарициды на основе перитроидов, таких как флувалинат, амитраз, флуметрин. Эти перитроиды впервые появились на рынке еще в 80-х годах прошлого столетия. Первым и самым ярким препаратом на основе перитроидов был препарат апистан. В его состав входил сильнодействующий перитроид тауфлувалинат. Действующее вещество апистана было имплементировано в состав пластиковой полоски. Это, конечно, был переворот в борьбе с клещом. Апистан спасал пчеловодство многих стран в буквальном смысле слова. И продавался он в более чем 45 странах мира. Представляете? У нас на Украине апистан появился где-то в начале 90-х годов. Наверное, где-то 92-й год, 93-й. И где-то же в это время появился и препарат Байварол фирмы Bayer с действующим веществом флуметрин. Препараты очень хорошие, но достаточно дорогие. Особенно они были дорогими как на то время. Поэтому внедрение их шло достаточно медленно, как для такой страны, как Украина, с более чем 65 тысячами пчелосемей. Но распространение этих препаратов тормозила даже не только цена, но и наличие на украинском рынке в то время уже присутствовал препарат Бипин, который в своем составе имел перитроид амитразин и уже успел завоевать хорошую репутацию. Благодаря своей репутации и цене Бипин и сейчас удерживает лидерские позиции на украинском рынке препаратов для борьбы с воротозом пчел. Прошло вот уже более чем 30 лет, как начали эффективно использоваться перитроиды для пчел. Но ассортимент их так и не вырос. Ничего нового на рынке и не появилось. Появляются новые названия препаратов, новые бренды, но действующие вещества все те же.
Сейчас используют три основных способа внесения препаратов в семью для пчел. Давайте систематизируем их. Итак, во-первых, используют термические бумажные полоски, пропитанные действующим веществом. Полоски поджигают и вносят в литок, а литки после сжигания препарата закрывают. Частички образующегося дыма разносят действующее вещество по всему гнезду, поражая клеща. Во-вторых, используют полихлорвиниловые или деревянные пластины, чаще всего это шпон, пропитанные действующим веществом, которые помещают в гнездо на длительное время. Лечебный эффект проявляется при непосредственном контакте пчел с пластинами препарата. Такие пластины можно держать в гнезде очень много дней. В этом случае воздействию будут подвергаться и те клещи, которые выйдут потом с ячеек с расплодом. И в-третьих, можно орошать пчел раствором действующего вещества. Чаще всего раствор поливают из шприца или спринцовки по улочкам с находящимися там пчелами. Удобно, что при этом можно не разбирать гнезда. Воздействию, естественно, подвергнутся только те клещи, которые находятся на пчелах. Поэтому такой способ внесения препарата используют для семей, в которых отсутствует расплод. То есть, как правило, это осенью. В последнее время предпочтение отдается все-таки полоскам или пластинам, ввиду того, что постоянно снижается их цена. И если сначала это были западноевропейские полоски, типа Байварола и Апистана, о которых я упоминал ранее, достаточно дорогие, потом были восточноевропейские, цена на которые была уже ниже, значительно почти в половину. И потом появились препараты российского производства, типа Варадез, Апидез, Валидез и много других препаратов, и по очень даже приемлемым ценам. Сейчас, наконец-то, уже появились и препараты украинского производства, которые имеют цену, позволяющую конкурировать с такими очень популярным и распространенным на Украине препаратом, как Бипин. Украинские препараты имеют высокую эффективность, высокое качество и очень хорошие отзывы, которые накоплены почти уже на протяжении 3 лет, как они начали использоваться. Поэтому отка пчел противоротоза пластинами становится все более популярной и у нас на Украине. И что очень приятно, то наряду с высокой эффективностью радует и высокая конкурентность украинских препаратов. На последней ярмарке по пчеловодству в этом году я видел китайские полоски от варатоза. И представьте себе, что они были дороже, чем украинские препараты. Или в верхнем ценовом диапазоне украинских препаратов. И это была не розничная цена, это была цена дилерская. А с китайскими товарами по цене конкурировать очень непросто. Особенно если учесть, что, как правило, все действующие вещества, которые используются во всех акарицидных полосках, и западноевропейских, и восточноевропейских, и российских, производятся в Китае. Давайте посмотрим препараты украинского производства, на которые мы получили хорошие отзывы. В принципе, ничего инновационного в этих препаратах нет. В препаратах мы имеем все те же хорошо проверенные действующие вещества, что и в других ранее известных нам препаратах. Но цены действительно инновационные. При таких доступных ценах есть все основания полагать, что эти препараты в виде полосок станут лидерами в химическом способе применения препаратов от варатоза. Итак, давайте познакомимся с этими препаратами поближе. Вот они, эти препараты. Это препарат Варатон, препарат Флувалисан, препарат Варалом, Антивара, Аписан и Амитраз плюс. Итак, рассмотрим более детально эти препараты. Начнем с обзора действующих веществ. Как я вам уже и говорил, что за последние 30 лет ничего революционного на рынке акарицидов для пчеловодства не произошло. И используются все те же перитроиды: флувалинат, амитразин и флуметрин. Хорошо это или плохо? С одной стороны, жаль, конечно, что не появилось ничего новенького, а с другой стороны, это даже и хорошо. Данные действующие вещества по-прежнему эффективны, нетоксичны и прошли проверку временем на протяжении уже многих десятилетий.
А если еще и вовремя проводить ротацию препаратов с разными действующими веществами, то никакого привыкания к ним не будет происходить. Мне известны случаи, когда применение препаратов не чередовалось на протяжении 3, 5 и более лет. И эффект от их применения оставался очень высоким. Но лучший вариант, конечно же, это ротация препаратов хотя бы раз в 2 года. Тем более, что рынок позволяет это делать. Что касается дозировки, то здесь один стройный ряд. 2 полоски на 10-12 рамок. Ну вот разве что флувалисана идет одна полоска на 10 рамок. И апизана еще надо 3 полоски на 10-12 рамок. По способу применения эти препараты также сильно не отличаются. Пакеты вскрывают непосредственно перед применением. И продолжительность применения от 15 до 35 дней. Обработку проводят ранней весной, когда в пчелиной семье пчелинки и куколки занимают незначительное пространство. Летом в конце июля, начале августа, когда матки ограниченно откладывают яйца. И осенью, в сентябре, когда площадь с пчелиными личинками и куколками значительно уменьшается. Что касается токсичности, то все препараты не оказывают вредного воздействия на пчел, маток и личинок. Эти перитроиды относятся к 4 классу токсичности, то есть они малотоксичны. Кстати, к данному классу токсичности относится и хорошо известная нам поваренная соль. То есть вы можете сделать вывод, насколько нетоксичны данные препараты. И при правильном применении вы не можете принести вред ни пчелам, ни себе. Полоски изготовлены в большинстве случаев из деревянного шпона и пропитаны действующим веществом. И только полоски флувалисана изготовлены из полихлорвинила, импрегнированного действующим веществом. Предугадываю ваш вопрос. А какие полоски лучше, деревянные или полихлорвиниловые? Не могу однозначно ответить на этот вопрос, так как нету данных. Пчеловоды говорят, что не видят разницы ни между полихлорвиниловыми, ни между деревянными. И те эффективнее. Но, как на меня, то полихлорвинил выглядит более технологичный, но зато дерево более экологичнее и утилизировать его намного проще. В нашем обзоре следует отметить тот факт, что только полоски варолома имеют пластиковые зацепы. То есть эти полоски можно цеплять за рамки улья. Казалось бы, мелочь, но при прочих равных условиях это делает данный препарат значительно привлекательней. Очень удобно. В остальных препаратах есть отверстия, чтобы зацепить можно было проволоку или еще что-то, а потом это зацепить за рамку. В общем, надо морочиться и искать вот это еще что-то. Как на меня, это неудобство немножко напрягает. Думаю, что остальные производители в скором времени исправят этот недостаток. Ну и наконец-то мы дошли, наверное, к одному из самых основных и интересных критериев оценки – это цена. Цена всегда сама по себе интересна и важна, но особенно она важна, когда все остальные параметры очень похожи. Стоит отметить, что цены на препараты украинского производства имеют одно сходство. Они очень невысокие, несмотря на то, что разброс цен наблюдается почти в 2 раза. Но он-то наблюдается в небольшом ценовом диапазоне. Наиболее привлекательная цена у препаратов Варолом и Варофарм. Как мы видим, что при прочих равных условиях лидером нашего обзора является Варолом. У него 2 преимущества. Это наличие зацепа и невысокая цена. Но если говорить о препаратах в целом, то все украинские препараты заслуживают внимания. Они все эффективны и очень конкурентны в сравнении с импортными аналогами.
Наш обзор был построен на основе доступной нам информации и опроса более чем 50 пчеловодов. Статистически это не есть очень большая выборка, но этого материала более чем достаточно, чтобы пчеловоды-практики сделали выводы о тенденциях развития украинского рынка препаратов для борьбы с воротозом пчел. Самое главное, что отрицательные отзывы нам не попадались, а это уже о многом говорит. То есть препараты украинского производства имеют высокую эффективность и качество, а если все препараты имеют высокую эффективность и качество, то при прочих равных условиях получается, что конкуренция между препаратами будет идти в направлении или минимизации цены, или хотя бы ее стабилизации. Курс доллара то растет. Это, конечно же, очень выгодно конечному потребителю-пчеловоду. И в заключение хочу сказать, что ассортимент качественных и эффективных препаратов украинского производства достаточно большой. Информация и положительные отзывы о них уже есть. А выбор, конечно же, за вами. И пусть ваши пчелы будут здоровыми, и всего вам доброго.